Всем привет! Тема расклада «Почему мне не везет в личной жизни?». Итак, давайте посмотрим. Так, расклад для какой женщины? Так, для женщины, у которой, скорее всего, на данный период времени либо партнера нету, либо, если даже и есть партнер, то в этих отношениях либо пауза длительная, да, ничего не происходит, движений никаких нет. Соответственно, вы можете вообще в адрес мужчины не проявляться, он вас, но вот такая длинная пауза. Не удивлюсь здесь, да, от 3 месяцев и больше уже ничего не происходит. Ну, может, даже вы уже как-то... Но еще могу сказать то, что сейчас вы уже более-менее женщина такая вот спокойная стали, да? Ну, вот как-то, наверное... Так, еще какая вы женщина. Женщина, скорее всего... Ага. Женщина, скорее всего, которая была с мужчиной. Мужчина был сильный, яркий. Возможно, даже очень красивый такой мужчина, который либо покинул эти отношения, либо вы покинули отношения. И, возможно, с этим мужчиной, да, либо вы могли переехать в другой город, либо мужчина мог уехать вообще куда-то, да. Ну, мужчина-манипулятор. Ну и скажу одно. Женщина, вы, конечно, сильная. Вы сильная. И... Ну и тоже уже, знаете как. Хотя я могу сказать, все в ваших руках здесь. Так, какая еще вы женщина? Женщина дающая. Ох, здесь сама императрица красивая, знает себе цену. Понимаете, чувственная такая вообще. Вот вы, да, внутри вас проживает ребенок, да, такой вот добрый. Возможно, вы даже и творческой натуры, да. Во-первых, вы дающая женщина, да, но и в то же время вы на данный период времени можете, да, ну, быть настолько самодостаточной, да, что даже и мужчины могут. В принципе, вы на данный период времени особо в мужчинах не рождаетесь. Возможно, даже к вам, ну, здесь кто? Императрица сидит, да? Возможно, на пути, да, к вам попадаются такие мужчины незрелые, понимаете, когда, предположим, вот у вас есть бизнес, да, свой, вот как мужчины, знаете, альфонсы попадаются, которые вот либо в треугольник хотят вас втянуть, понимаете, хотят, чтобы вы в них что-то вкладывали. Возможно, у вас есть дети, не исключаю, да, одна мама, да, с детьми. Ну, женщина здесь, я вам скажу, вы цену себе знаете однозначно. Так, почему же не везет в личной жизни? Почему не везет этой женщине? Так, женщина... Ну, я вам скажу, конечно... Во-первых, возможно, да, у вас вот с этим мужчиной, который опять, да, с которым пауза, да. Во-первых, вы уже разочаровались. Если вы были в законном браке, ну, вам в брак, знаете как... уже идти неохота, вот, ну, как-то тяжело, может быть, страшновато, как-то вот недоверие какое-то. Либо вы только ждете, понимаете, если вы, предположим, с женатым мужчиной встречались, или даже и неважно, да, вы согласны только идти на серьезные отношения, здесь однозначно. Вы ждете своего императора, который возьмет за вас ответственность, понимаете, потому что вам на данный период времени, да, ну, тяжело, слишком много проблем, вы, женщина, сами по себе ответственны. Даже могу сказать... Какая-то вот жизненная ситуация у вас была, да, возможно, связана это, опять говорю, с мужчиной, может, у вас суды с этим мужчиной, ну, женщина, которая категорична, понимаете, ну, и вы на данный момент, да, в энергетике мужской такой вот, которая вот взяла всю ответственность на себе, и на себя, да, и тащит, это что может быть, дети, да, дом, бизнес, если там у вас есть, все на себе, понимаете, и вы очень категорична, вот такая вот женщина с мужским характером, понимаете, ну, и, соответственно, вы ждете такого мужчину, который возьмет, понимаете, ответственность за вас, который сможет взять только таких, понимаете? А вот таких вот уже дурачков, да, которые только красиво поют, да, вы таких даже не рассматриваете. Вы ждете своего императора. Ну, еще могу добавить, да, что, например, в отношениях, да, вы можете себя позиционировать как мужчина, да, и нести всю ответственность на себя, ну, брать на себя мужские обязанности, так будет точнее, да. Например, если вы были замужем, да, вот все на себе, и мужа, и детей, дом, все, и при этом работать, понимаете? Вот вы такая вот женщина, которая, ну вот, полностью вкладывается в отношения. И вот, понимаете, это ваш минус. Вы не даете мужчине раскрыться, чтобы мужчина взял на себя ответственность в то же время, да? Так, почему еще не везет вам в личной жизни? Ну, у вас присутствует какая-то обида, понимаете? Хотя вы женщина сами по себе мудрая женщина, интуитивная, да? Которая вкладывается, работает много. Но помимо этого, конечно, вот какая-то есть доля обида на мужчин здесь, понимаете? Ну и в то же время вот у вас сейчас, возможно, даже, да, то, что, ну, в личной жизни, ну, нелегкий какой-то период времени, да, то, что вы сейчас, например, можете плюнуть на эту личную жизнь и полностью уйти в работу. Либо вы еще можете, знаете, как до сих пор вот какая-то даже малейшая обида, но как-то вы мужчинам не доверяете здесь, понимаете, может, вас обманывали, может, вы, помимо вас была еще другая женщина. Вот для вас сейчас на данный период времени оптимальна эта работа, понимаете? Либо вы сейчас еще можете что-то вот узнавать такое интересное. Либо вас могут, знаете как, вот мужчина появится и вас тащить вот как в любовные отношения, да, в качестве любовниц. Может, вы уже, понимаете, устали быть любовницей. Тоже не исключаю уже, понимаете? Ну вот на мужчин здесь однозначно есть обида. Так, еще почему вы не готовы? Почему не везет в личной жизни?
Ну, конечно, понимаете, вы что? Вы проходите сейчас вот как духовный урок. Скорее всего, вы давно уже одиноко здесь, понимаете, вам только чисто брак. Все. Гулянки, пьянки, все. Это, знаете, как это уже хотите оставить в прошлом. Спасибо уже. Возможно, такое то, что были вы в любовном треугольнике, в качестве жены, любовницы, неважно, да? Но вы вынесли из этого урок, что вам это не надо. Вы уже помудрели, вы поняли, да? То, что таких отношений мне не надо. Не надо. То, что, конечно, веселиться это хорошо, возможно, у вас были и свободные отношения, устали вы, понимаете, устали, уже не хочется вам этого. Вы хотите нормальные, классические, понимаете, отношения такие, где каждый берет свою ответственность, да, духовно развитые отношения. Почему? Потому что, понимаете, вы, скорее всего, уже за то время, пока с этим мужчиной, да, расстались, вы давно пребываете одиноко, уже даже скажу, может, вы уже и надежду потеряли, что встретите своего мужчину. Так, а встретите ли вы своего мужчину, интересно? Ну, у вас сейчас пока есть. А у вас обида есть здесь. У вас есть обида на какого-то мужчину вы не можете здесь простить. Скорее всего, мужчина здесь как подло поступил. Но все равно, да, есть вот эта злость у вас, конфликт внутренний есть. Может, вы даже и на себя обижаетесь здесь. Но фигурирует еще какой-то мужчина, понимаете? Вот мужчина, после этого мужчины вы как разочаровались в других мужчинах, понимаете? Может быть, эти мужчины вот вас используют, понимаете? Но как-то вот хотят все равно на вашем фоне вот выглядеть как-то победителями. Либо вы уже справились с этим, да, вышли из этой ситуации победителем. Тоже такое не исключаю. Ну, пережили, да, свое уже. Но если... Да? Так, ну-ка еще. Будет ли мужчина в ближайшее время? О, какая-то высветится ситуация. А вы знаете что? У вас будет выбор. У вас будет выбор. Здесь, понимаете, возможно, для вас высветится такая ситуация, что я больше не хочу жить, как в прошлом. Я не хочу вот прошлого, ничего, да. Вот какой-то у вас будет выбор. А что за выбор будет здесь? Ага, выбор, знаете, как уйти из каких-то отношений, где вот никакого развития нет, болото какое-то, понимаете, какой-то шанс у вас здесь появится. Какой-то шанс, какая-то новая энергия появится. На что? Так, думать будете еще. А здесь какой-то появится мужчина. Мужчина яркий, харизматичный, не исключаю, да. О, Господи, здесь даже, возможно, либо прошлый ваш партнер появится, либо мужчина появится, женатый, возможно, либо мужчина по работе. Знаете как? А что это за мужчинка? Ну-ка, давайте посмотрим, какой появится, который помогать будет, которого сексуально вы тянете, и для которого вы любимая женщина, которая будет любимой его женщиной, которого, знаете как, мужчину будет к вам сильно тянуть, вкладываться. Посмотрите, это какой-то шанс будет. А мужчина здесь, кстати, идет, знаете какой? Который комфорт любит. Но не исключаю, что это может быть прошлый партнер, которому, подождите, что это за мужчинка, раскроем. Что за мужчинка появится у вас в ближайшее время? Понятно. Ой. Мужчинка, к сожалению, появится тот, с которым у вас отношения, скорее всего, закончились, была поставлена точка, которого вы знать, не видеть не хотите, он может вам предложить, может, понимаете, поговорить с вами, подружиться, как-то помириться, может быть, понимаете, вам как высшие силы дадут шанс то ли на примирение. Понимаете, от вас уже будет здесь зависеть. Но мужчина здесь, вот он мужчина такой, который любит комфорт, любит себя, понимаете, в первую очередь. Я так понимаю, это, возможно, бывший партнер. Либо, если не бывший, то мужчина женатый будет. Понимаете, который хорошо захочет на двух стульях усидеться. Тоже не исключаю. У которого, возможно, такое не исключаю, да, что вот как-то его настоящие отношения пошатнулись. Понимаете, ну вот как-то вот, может, какой-нибудь конфликт там будет, понимаете. Женщина уже когда отстраняется от него, и тут бах, он вам может представиться, да, что не женат, ничего, люблю, куплю, полетели. Так, а стоит ли верить этому мужчине новому? Так, знаете что, ну, мужчина, я вам скажу, скорее всего, нет. Ну, хотя мужчина вас вот любит, но вы как-то, вы по отношению к нему, он к вам как-то агрессивно здесь настроен. Это бывший, наверное. Вы-то женщина сексуальная, харизматичная, да, красивая. Я так понимаю, почему появится-то бывший, да? Ну, какой-то конфликтный мужчина. И причем вы этого мужчину уже как-то не рассматриваете, а его это прям раздражает, бесит, вот прям вот хочется ворваться, вот как-то вот, знаете, вам колких слов наговорить, причем это эмоционально, а вы как-то ноль на него. Но при этом, я скажу, возможно, вы этого мужчину до сих пор любите, либо любили, понимаете, что? Но новых мужчин нету здесь. И почему вам не везет-то в личной жизни? Потому что вы еще прошлого партнера не отпустили, да? Поэтому и на горизонте здесь нарисовывается бывший. Вы еще не очистились от прошлого партнера. Понимаете, в чем загвоздка здесь? Бывший, либо даже если появится новый мужчина, но здесь отношения какие-то, знаете, вроде как начнутся и тут же прекратятся с какими-то конфликтами. Но я все-таки предполагаю, что причина, почему вам не везет в личной жизни, потому что вы еще окончательно для себя не решили, что с этим партнером у вас конец. Понимаете?
Вы еще как-то вот, может быть, вы сами на этого мужчину до сих пор злитесь, понимаете? Вот даже в подсознании он у вас сидит в голове. Поэтому, да, здесь, к сожалению, новых пока нет. Только вот бывший маячит. Итак, хочу всех поблагодарить, кто был на раскладе. Также хочу сказать о том, обращайтесь за личным раскладом ко мне так на WhatsApp, либо в директ в Инстаграме. Всем хочу пожелать любви, гармонии, взаимной любви, достатка и, конечно, самое главное, душевного покоя. Итак, скажу всем до скорой встречи.